Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Винтаж Оксана Гудвин. Продолжаю искать на различных свалках все, что удается найти интересного. Я вам, мои дорогие зрители, показываю. Самой мне очень нравится процесс поиска клада в различных мешочках. Мешочки нахожу на свалке. Кто живет в Америке, тот знает. И сегодня я в надежде здесь покопаться, что-то интересное найти. Вижу что-то вот такое вот. Мешочек достался за $5. Такой вот, ну, очень тяжелый. Не крупный, но тяжелый. Перед тем, как приступить к разбору и поиску клада, хотела для поднятия настроения вам показать несколько шкатулок интересных, тематических. Летнее Animal, так сказать, шоу немного вам устроить. Вот такая чудная лягушка. Мне эта лягушка напомнила ту лягушку, которая у меня живет в саду. И, в общем-то, решила тоже вам показать и поднять вам настроение. Такая чудесная вещь. Это шкатулка Japan. Видите, есть маркировка. И она просто чудеснейшая. Здесь колибри над цветами. В общем, невероятная вещица. И здесь часть небольшой коллекции. Тоже быстро покажу вам, чтобы уж не интриговать вас. Здесь собраны клипсы. Они все парные. И коллекцию эмалевых клипс я вам тоже уже показывала. Сейчас я их разложу, чтобы вам так было более понятно. И приближу. Посмотрите. Здесь тоже вот, но здесь вот ручная горячая эмаль. Здесь нанесена она, видите, можно отличить серьги на разные ушки, но не прям вот штамповка, не прям точно повторяют друг друга. Здесь тоже серьги, клипсы из ручной темы. Поближе покажу. Очень красивая такая летняя эмалевая тема. Вот в такой чудесной шкатулке у меня небольшая коллекция клипс, сережек. Кстати, вот эти вот я иногда ношу. Они очень удобные, легкие. Здесь вот эти вот тоже иногда ношу. Они тоже очень удобные. И видите, они на разные ушки. Так классно смотрятся. Жаль, что это клипсы, хотя я их тоже пыталась носить, но от клипс у меня сразу начинают уши болеть, потом голова начинает болеть, но сами они просто классные. Ну и это, конечно, тоже ручная тема, видите, все соблюдено по оттенкам, вроде как сюжетность есть, но все равно они разные. Ну, когда разнос есть на разные уши, не так это заметно. Такая вот небольшая коллекция у меня в лягушке. Следующая тема — это уже как бы фруктовая тема, но тем не менее тоже она интересная. Здесь деколь с дорисовкой. Видите, сам рисунок выглядит как будто бы состоящий из пикселей. А все, что вот мазки, черточки, это все дорисовка, но выглядит очень эффектно, классно. И здесь у меня коллекция броши Eagle, тоже я вам их показывала, но быстро пробегусь, так как здесь есть тоже такая тема летняя, бабочки. У меня есть несколько бабочек, здесь монограммы, здесь роза. Ну, быстро покажу, чтобы не останавливаться так надолго, не залипать. Хочется же искать клад, поискать в мешочке. Здесь камея, такая шикарная роза. Так, ну, как оказалось, у меня их много, этих брошей Eagle. Это тоже вот такой грибок, бабочка, тоже клоузане, техника клоузане всем известная. Вот такая вот брошь игла с жемчужинами, арт-деко. Здесь такое солнце, луна. Маркировки не стала рассматривать, девчонки, просто показываю то, что... Вообще начала, конечно, с показа мельком бегла шкатулок моих необычных, интересных. Ну, здесь вот кошечка тоже в такая в летней теме. В бабочках вся. Это тоже ручная роспись. Нежнейшая кошечка. Одна из моих любимых.
Здесь есть у нее маркировка. У меня есть коллекция кошек. Кто впервые, возможно, на канал попал, можете посмотреть. Я вам показывала. 1986 год. Фрэнклин. Шри-Ланка. Ну, такая просто чудесная кошечка. Как я уже сказала, это одна из любимых моих кошек. Ручной росписи с голубыми глазами. Просто невероятная. Ну и одна из необычных шкатулок. Тоже к этой летней теме прям напрямую относится. Это шкатулка улитка. Китайский костяной фарфор. Не поправляйте меня, я знаю, что костяной фарфор китайский, производство Англия. Но говорю китайский, потому что начало производства именно этого вида фарфора имеет в Китае, в одной из деревень китайских, были открыты залежи вот такого, как глины, да, из которой получались очень тонкие украшения, тонкая посуда, и она просто прям просвечивает. Видите, она даже светится изнутри. И здесь есть маркировка, одна из моих любимых. Видите, здесь написано Тайвань. Но очень известная вот эта вот компания по производству посуды, шкатулок, украшений, статуэток различных. У меня есть набор посуды, тоже в этой же технике, но она такая, здесь позолота. Такая вот улитка. Как вам такое? Ну и давайте приступим к поиску клада. Не терпится разобрать очередной мешочек. Надеюсь, что нам сегодня повезет и что-то интересное здесь есть. Так, подвину немножко, чтобы развернуться и не греметь. Вижу, ну, как всегда, что-то довес докладывают. Я уже к этому привыкла. Я думаю, вы тоже уже к этому привыкли, мои дорогие друзья. Получается вот такой пакет, такая кучка. Давайте будем здесь разбираться. Так, то, что в мешочках оставлено потом, то, что без мешочков, сразу уберу. Ну, что-то подобное у меня тоже есть, но более, скажем, мелкого размера. Здесь вроде как-то все более крупненько. Здесь есть маркировка. Так, сейчас что-то винтаж. Америка винтаж. В общем, я думаю, что это что-то современное, но стилизовано под винтажные украшения. Так часто бывает. Даже на каких-то сайтах вы можете встретить украшения. С виду очень напоминает что-то старинное, но это имитация. Ну, хорошо, что, во всяком случае, честно и откровенно об этом сообщается. Бывает так, что продавцы на Etsy, на других каких-то сайтах вполне современные украшения выдают за винтажные. У меня тоже такое было. И то украшение, которое я покупала вообще за низкую цену на AliExpress, что-то из китайского магазина, случайно встретила на сайте Etsy, и оно там оппозиционировалось как винтажное, старинное украшение. В общем, обман. Так что не верьте. Ну, что хочу сказать по поводу этого. Ну, во всяком случае, здесь, если это и имитация, то вполне качественная. Здесь и с огранкой кристаллы. Здесь и кабошоны. И все кристаллики, смотрю, на месте. Так, обратная сторона. Причем открытые кристаллы. Есть кристаллы с амальгамой. Как раз вот эта амальгама и дает вот такое свечение. Тут еще дополнительная и огранка у кристаллов. Такая плотная, густая огранка. И дополнительно еще амальгама с обратной стороны. Ну, как раз такой эффект и дает. Но на самом деле украшение легкое. В принципе, выглядит неплохо. Так.
Идем дальше. То, что часто встречается, особенно вот как-то по сезону в летнее время. Что это? Это вот подобного плана украшения. У меня похожее есть. Здесь перламутр. И, видите, это гелиотис. Гелиотис – это вид перламутра. Обычный перламутр имеет белый, розовый, ну, может быть, какой-то песочный оттенок, может что-то в бежевый уходить. А именно гелиотис имеет вот такой перелив зеленый, от зеленого к розовому, напоминающий как бы бензиновое, что ли, такое пятно. Очень красивый сам вот этот вот центральный кулон. Здесь вот обратная сторона, на бисер собран. Тоже одна из зрительниц мне написала о том, как отличить бисер и стеклярус. Я теперь, благодаря вам, мои дорогие друзья, точно знаю, что вот крупные бусины, мелкие, это бисер, а стеклярус это бусины, тоже стеклянные, но продолговатой формы, они как бочонки. Так, и здесь есть маркировка. Ух ты! А это Леа София, одна из моих любимейших компаний. Отличается эта компания именно украшениями в таком авторском стиле. Они всегда стильные. Использовала эта компания натуральные материалы. Ну и вот отличалась, конечно же, дизайном. Ну, неудивительно. Я очень люблю Леа София. Очень приятно, что такое украшение попало. Очень похоже на предыдущее украшение. Вот это. Здесь тоже гелиотис, но немножко, как сказать, по скромнее, что ли. Здесь он темный, перламутровое вот это вот кольцо, оно темное, но нет, видите, вот такого перелива, как у предыдущего украшения. Здесь, видите, прям перелив от зеленого к розовому, вот сейчас видно. А вот у этого украшения немножко поскромнее, так сказать, все. Но, тем не менее, тоже очень приятно. Похоже на что-то сувенирное. И здесь вот такой бисер более крупный. И здесь вот бисер похож даже не на бисер, а на жемчужинки. Тоже украшение нужно помыть. Похоже, часто встречаются. Но, как правило, это что-то сувенирное. Привозят с поездок. Там, может быть, ну, Гавайи, может быть, Калифорния, что-то вот такое. Вот здесь бусина, вернее, пуговица из кокоса. Видите, как она классно сделана. Кокосовая пуговица. Так. Ну, хорошо. Застегивается, расстегивается. Такая вот вещица. У меня есть что-то похожее, но, по-моему, там бисер не такой яркий. Не такой яркий, а здесь он прям вот яркость. Ну, летнее украшение вполне себе может быть. Так, что-то похожее. Но в этот раз мешок, я вижу, наполнен украшениями по большей степени летними. Не знаю, что дальше нас ждет. Но опять-таки перламутровые вставки, перламутровые бусины. Ну, это барочный жемчуг. Я вам показывала сейчас. Кстати, минутку отключусь, покажу вам. Вот так вот. Барочный жемчуг это жемчуг неправильной формы. Жемчужины не вот именно круглой формы, равномерно наслаивается на них вот этот вот сам перламутр. Здесь вот видите такая форма, ну, по производству, скажем, жемчуга первоначально вот подобного плана жемчужины считались браком. Их выбраковывали, выбрасывать не выбрасывали, но изготавливали какие-то дешевые украшения, но и по недорогой цене сбывались. Впоследствии интерес вот именно к необычным каким-то украшениям, а в частности вот такая необычная форма жемчуга привлекла внимание ювелиров, и они сейчас вот эти вот жемчужины на очень таком достойном уровне и тоже имеют немалую
ценность. Ну, вот это вот, в частности, украшение, оно, видите, оно не длинное, состоит, видите, жемчужины все разные, барочный жемчуг все разные. Застежка серебряная, и она так интересно открывается сейчас вот так, гвоздиком. Очень удобная застежка, вставляешь и как бы щелчок, и все видно. Ну и по стилю сама застежка очень хорошо подходит к этим жемчужинам. Они холодные, причем наслоение, как я уже сказала, вот у барочного жемчуга оно такое неравномерное, и поэтому такое свечение появляется тоже неравномерное. Здесь, видите, как бы отцвет и розовый есть, и прям такое серо-жемчужный. Ну, в общем, шикарно выглядит. Очень люблю я вот эту вот нитку барочного жемчуга. Но здесь вот все скромнее гораздо, но опять-таки, но тема та же. Здесь я вижу еще при этом и барочный жемчуг тонированный. Тонируют жемчуг с помощью подкрашивания воды. Можно в момент, когда растет сама жемчужина, подкрашивают воду. И здесь вот я вижу натуральные жемчужины. Но здесь тоже они тонированные. И здорово. И сами вот эти бусины. Так, есть маркировка. Ну, мои дорогие, это тоже Леа София, по-моему. Сейчас. Да, это тоже Леа София. Но опять-таки вот сомнения, значит, никаких быть не может, что это материалы качественные, барочный жемчуг, серебряные вот эти вставки, и натурально сочетается с натуральными стеклянными бусинами, стеклянными бусинами и с натуральными жемчужинами. Мне кажется, украшение просто классное. Вот подобного плана украшений можно сочетать и с какими-то еще украшениями. То есть не одна просто вот нитка может быть, а что-то, чем-то она может быть дополнена. В частности, вот две нитки, да, даже по оттенку не совпадающим, тоже, мне кажется, неплохо смотрится. Так, эти я буду мыть, а это нет. Так. По-моему, это броши. Дресс-клипы, нет, это броши. Похожих брошей тоже у меня много. И сейчас хочу посмотреть, нет ли у меня прям точно таких же. Такие броши часто встречаются. Ленты, банты разной формы. Тоже много чего у меня есть. И это Мане. Здорово. Сейчас пока просмотрим вторую брошь. Я пойду посмотрю, что у меня похожего из этой же серии есть. Вам покажу. Тоже такая интересная. 19, по-моему, 28 компания. Вот такое броширование обратной стороны. И здесь к тому же еще есть маркировка. Герис. Не знаю, что это такое. Так, сейчас отключусь и посмотрю, что у меня в этой серии тоже есть. Так, ну вот, что касается бантов, вот что у меня есть ленты, банты. Вот такая вот, тоже очень похожа, кстати. Ну, что-то похоже у меня есть, но поменьше размером. Потом вот такое. По-быстрому просто посмотрю. Здесь нет маркировки. Потом есть вот такое, такая крупная брошь. Но здесь есть потери кристалликов, нужно вклеить. И здесь есть у этой броши маркировка. Да, СК. По-моему, да. Могу ошибаться. Вот если вы видите через камеру. Вот такая крупная довольно-таки. Затем есть вот такая лента, бант, завиток. Здесь нет маркировки на этой брошечке. Такая есть. В общем, все, что сейчас под руку мне попалось, я достала. Эти броши я буду мыть, а эти отправятся дальше на свое место. Так, здесь также нечто вот такое. Здесь еще что-то вот есть. Ну, цепь. Ну, такая вот. Такой стиль украшений был в моде
80-х. Помните, вот это вот что-то крупное. И тут вот как раз такое необычное сочетание белого металла и желтого металла в какой-то период. Считалось дурным вкусом, тоном носить украшения и белого, и желтого металла. Серебро с золотом, во всяком случае, не принято было носить, а потом появились именно украшения, которые на контрасте, то есть сочетали в себе вот эти вот два, на первый взгляд, несовместимых эффекта, и как в украшениях часто начали применять именно вот такой трюк, подход, что совмещали в одном украшении металлы белого и желтого золота. У меня в какой-то момент, сейчас скажу, где-то в 90-е, 89-й, 88-й год были как раз украшения кольцо, комплект был серьги, нет, вернее, подвеска и серьги, как раз вот в сочетании с белым золотом и желтым золотом. Как раз только это понятие появилось: белое, желтое золото. Так, здесь вот обычные серьги, кольца. Ну, часто тоже вот и для веса добавляют что-то подобное. Так, сейчас посмотрю. Про серебро говорила. Может быть, это серебро. Нет, серебро, например, которое бывает в мешочках, серебро, которое не носится какое-то длительное время или не совсем длительное время, оно приобретает такой оттенок, и его практически спутать невозможно. Украшения, которые вот в каких-то мешочках, и они блестят сразу, но это 99,9%, что это не серебро, это какой-то сплав металла, который не темнеет. Серебро обычно темнеет. Так, здесь вот серьги. Вижу, что имитация бирюзы, но это не бирюза. Я вижу, ну, как бы не думаю, что прям такая крупная бирюза и на выбросе. Но это, как говорится, слишком большая удача была бы. Часто встречается натуральный камень, прессованный, и тонируют эти камни в разные оттенки. У меня есть украшения и вот под бирюзу тонированные, есть и натуральная бирюза, но она немножко, как сказать, не такой эффект, не такой вид имеет. А камни натуральные, прессованные, действительно тонируют и под кораллы, да, в оранжевый какой-то цвет, и под малахит тоже зеленые такие оттенки. В общем, разные вот такие вот оттенки. Но у меня есть, по-моему, и бусы такие, нужно посмотреть. Так, и здесь маркировки нет. Ну, такая, вернее, недорогая швенза, дешевая швенза. Как-то так. Что здесь? Здесь сборная солянка. Буду сразу высыпать сюда. Что тут такое? Так, ну вижу здесь эти заглушки для сережек. Их тоже я рада, когда нахожу. Как правило, они очень быстро, часто теряются, и всегда их не хватает. Вижу, что здесь вот такая брошечка ко Дню Святого Патрика. И есть маркировка 1983 год. Мелмарк. Карт Инт. Что это такое? Да, 83 год. Это, в принципе, неплохо. Это уже вполне глубоко винтажная вещица. Такая мышка с цветочком. И, кстати, у меня есть тоже небольшая коллекция пластиковых керамических брошей. Есть новогодние керамические брошечки. Вот такое вот не встречалось. Симпатичная брошь. Так, вижу. Ой, нашла бриллиант. Мои дорогие. Я вам показывала, здесь что-то она какая-то вся замызганная, зачуханная. Надо почистить. То, что радует, то, что здесь, видите, открытый кристаллик, вполне возможно. Но, во всяком случае, может быть, это не прям бриллиант, но на фианит очень похоже. Если еще на цепочке есть маркировка. Я вам показывала свои ювелирные украшения. Очень похоже на вот то, что
часто очень популярна. Я вижу маркировку, мои дорогие друзья, здесь вот на колечке. Сейчас поближе покажу. На самом колечке есть вот эта маркировка, но неразборчивая. Так, а здесь нигде нету. С обратной стороны хорошо посмотрю. Ну вот ее чистить надо, она тут вот это вот кристаллик весь, видите, он как забит чем-то. Надо помыть. Но это вот классика ювелирного искусства. Такая звезда. И вполне может быть это бриллиант. Вот нашла бриллиант на свалке, мои дорогие. Очень красивая огранка. Надо его, конечно, почистить, помыть. Так, я его отдельно положу. Буду чистить и разбираться. Так, а здесь опять заглушка. Ну, здесь пластик. Такое тоже часто встречается. Маркировок никаких нет. Ну, такие летние пластиковые серьги. Все, они в порядке все. Все с ними в порядке. Так, все с ними в порядке. Они такие. Так, здесь чего-то не хватает. 4. И здесь, в принципе. А, нет, по 5. 5 колечек, что-то считаю. Такие. Ну, на лето тоже помыть нужно. Буду использовать. И еще одни заглушки. Еще серьги. Ну, радует то, что это все парное. Такие пальмочки. Ну, думаю, что это что-то может быть детское. Похожих тоже у меня часто встречается. У меня, по-моему, там тоже какие-то цветы вот в подобной стилистике. Тоже эмалевые. Такая веселенькая тема. Летняя. Так, мои дорогие, буду разбираться вот с этим, что это такое. Терзают смутные сомнения, очень уж похоже на что-то ценное. Радует, что коллекция вот этих бантов добавилась. Очень радует, что Леа София коллекция у меня тоже пополняется. Ну, вот это вот не очень, так сказать, для веса, но тем не менее вот такой мешочек сегодня мы с вами разобрали. Жду ваших впечатлений. Пишите комментарии. Я вас всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.